Вот как оно выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья, сегодня шикарнейший рецепт из кабачка. Он сразу стал у меня фаворитом, потому что он готовится быстро. Это рецепт для ленивых. Но настолько вкусно, что таких кабачков я точно не ел. Это я вам гарантирую. И первое, что я делаю, я сразу ставлю сковороду на 2 по 5-бальной системе. И туда кладу масло. Кокосовое масло. Вы кладите обычное масло, которое вы употребляете. Я пробую переходить на кокосовое, потому что оно менее канцерогенное, скажем так. Но готовить можно абсолютно на любом масле, и эффект будет точно так же вкусный. Я беру 2 маленькие луковички и сразу же крошу их в сковороду. Мы не будем использовать лишние посуды, чтобы потом мыть это все. Я напоминаю, это рецепт очень для ленивых, но которые любят вкусно покушать. Вкусно и здоровую пищу. Если луковица у вас более крупная, то 1 луковица. У меня 2 маленькие. Примерно 60 грамм лука получается. И лук уже начинает шкварчать. Я его соединяю с кокосовым маслицем, чтобы он дал золотистый оттеночек. Сразу же, не откладывая в долгий ящик, я нарезаю 1 помидор. Это настолько шикарный рецепт, что просто вот не передать словами. Помидорчик нарезается кружочками. Вот такие кружочки. И желательно, чем тоньше, тем лучше. Обычным ножом, как получается, нарезаю. Ох, лук прям хорошо дал в нос. А вы, друзья, тоже плачете, когда лук нарезаете? Или у вас есть свои секреты, чтобы нарезать лук и не плакать? Буду рад, если поделитесь в комментариях. А еще мне очень интересно, как художнику, все-таки канал называется «Художник в деревне», как вы относитесь к этим 2 картинам, к верхней и нижней. Все-таки интересно мне показывать свое творчество. Вот верхняя работа, а вот нижняя работа. И какая из них вам больше нравится? Верхняя или нижняя? Какую вы бы повесили у себя дома? Буду рад вашим комментариям. Они как художника меня мотивируют не останавливаться, а снимать для вас дальше. Друзья, я уменьшаю огонь, чтобы помидорчики не жарились, а именно томились и давали свой сок. Следующее, что я делаю, я беру крупную терочку, и поскольку кабачок у меня молодой, я сразу же натираю его с кожурой и с семенами. Прямо в сковороду, минуя все вот эти вот дальнейшие вымывания посуды и прочее, прочее, прочее. Вот так вот быстро натирается. Кабачок у меня примерно 350 грамм. Это получается на порция очень вкусная и сытная будет или на 1 мужчину, или на 2 людей, которые кушают поменьше, чем 1 мужчина, который физически много вкалывает. И вот, по сути дела, уже пол рецепта у нас с вами готово, а мы только начали. Вы представляете, какой шикарный рецепт. Но главное не это, главное вкус. Я когда первый раз попробовал этот рецепт, на вкус, как получилось блюдо, у меня глаза расширились, уши стали торчком. И я думаю, вот это повезло. Теперь у меня новый фаворит среди кабачков. И кабачки можно кушать каждый день, а я уже каждый день готовлю кабачки. Вчера я тоже снимал шикарный рецепт из кабачков. И сегодня
я не могу не сдержаться, чтобы приготовить еще один рецептик. Обязательно на кабачки я добавляю соль. Соль я добавляю примерно пол чайной ложки. Я не сильно люблю соль класть в рецепты, поэтому тут вы соль по вкусу. И прованские травы примерно пол чайной ложки. Прованские травы вообще не обязательно, никоим образом. Вот теперь мы вот это вот наше блюдо обязательно оставляем томиться под крышкой. Что это даст нам? На медленном огне сок помидоров начнет выделяться, начнет соединяться с луком и посредством пара начнет обдавать кабачки, которые уже с солью начинают давать сок. Суть этого всего — мы создаем 3D-эффект русской бани, русской печени бани, ну и бани то же самое. Это мы отставляем. Повторюсь, огонь очень маленький. И быстро делаем вторую часть. А вторая часть у нас еще легче. Я беру 2 яйца. Раз. Яйца у меня свойские. Курочки домашнего выгула на шикарном питании. Поэтому вот просто желтки желтее желтого, что называется. А яйца вкуснее вкусного. 3 чайные ложки соли. И быстро я все перемешиваю. Вот такую массу. Смотрите, что мы делаем. Пока на сковороде выделяется сок и подготавливаются наши ингредиенты до полуготовности, я взбил 2 яичка. Далее я кладу зеленушечку. В моем случае зеленушечкой выступает укропчик. Прямо сюда крошу. Вот так вот. Укропчик. Я очень люблю зелень. И чем больше, тем лучше, что называется. Дальше я кладу петрушечку. По маленьким пучочкам таким. Зелень смотрите сами. Если вы любите, хорошо. Не любите, можно не класть. Это второстепенно. Вкус будет насыщенным и так. И обязательно я кладу зеленый лучок. Очень полезный лучок. Пару вот таких вот штучек. Готово. Практически у нас уже все готово. Перемешивается. А вот теперь, друзья, важный момент. Теперь настала очередь класть соду. Соду я кладу вот чайная ложечка без горочки. Обязательно без горочки. Вот так вот. И перемешивается. Соединяется сода. Нам надо сделать наше блюдо пышным. И вот это один секрет, который делает блюдо пышным. Мы добавили соду. Далее я беру немножечко. У меня было сыр. Сыр я кладу на уже такую среднюю терочку, чтобы минимизировать фрагментики, которые натираются на терочку. Буквально 20-30 грамм. Оно, знаете, уже добавляет шикарного вкуса, но при этом не перегружает это вкусное и быстрое блюдо. Вот так. 30 грамм достаточно. Если положите больше, будет вкуснее, наверное. Готово. Все это собирается. И вот посмотрите, какая уже масса у нас получается. Красивая. И у нас уже почти все готово. Еще раз все быстренько перемешивается. Не знаю, как у вас, у меня уже выделяется слюна. Если у вас тоже уже идет слюноотделение, то в комментариях поставьте циферку 55. Так я пойму, сколько нас таких, которые уже очень хотят попробовать это вкусное
блюдо, которое готовится очень быстро для ленивых. Перемешали. Вот теперь я делаю следующий шаг. Я беру минералочку, любую минералку, беру стакан СССРовский. Кто помнит вот такие стаканы, кто жил в СССР, тот, пожалуйста, поставьте плюсик в комментариях. Узнаем, сколько нас таких. Я беру полстакана минералочки и смело заливаю в нашу вот эту вот смесь. Я люблю сочное блюдо, чтобы было. Именно такие кабачки у нас будут сочные. Поэтому вот я столько налил минералочки. Если вы блюдо желаете, чтобы более сухое было, менее сочное, то, соответственно, меньше минералки. И вот теперь важный момент, друзья. Соду мы положили, и теперь нам надо ее активировать, чтобы она дала пузыри и хорошенько подняла яйца. Для этого я беру треть небольшого лимона и выдавливаю, просто выдавливаю сок. И если вы увидите, сразу же пошла реакция, сразу же пошли пузырьки. Моментально. Да? Вы видите, как оно прям струится? И вот теперь мы все это вкидываем в наше блюдо. Быстренько, вот так раз, все вложили. Вот так вот. И все, что нам остается, просто это все быстренько перемешать. Поскольку уже кабачки соединились вкусом с помидорчиками и лучком. И теперь мы это все разравниваем до однородной массы. Готовится на маленьком огне, на небольшом. Мы не жарим кабачки, мы их томим. И цвет кабачков будет зеленый, не такой уже пожелтевший, а именно зелененький. Оставляем на 5 минут и через 5 минут дегустируем. Друзья, 5 минут прошло, и сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, какая вкуснота! Как оно выглядит прекрасно! Вы посмотрите, кабачок зелененький. Все не спеклось, не пережарилось, а все имеет такую весеннюю свежесть. Прекрасный аромат идет. И так не терпится попробовать. Это шикарное блюдо для ленивых. Мы сделали буквально за пару минут. А вкус такой, что вот не знаю. Очень-очень-очень слюна идет. Вот такая красота, столько пара. И такая прелесть у нас получилась. Просто не терпится попробовать. Как же это на вкус. И смотрите, оно отделяется все моментально. Вот видите, как очень-очень-очень сочное. Настолько сочное, что сок аж выделяется ручьем. Давайте я вам сейчас быстро это все покажу. Я беру тарелочку. И сюда мы все это переложим. Так, давай. Опа! Раз. Готово. И вы посмотрите, только посмотрите, сколько в нем сока получилось. Так. Не знаю, как у вас, у меня слюна идет. Просто весенней капелью. Поскольку я фанат зеленушечки, я не удержусь и добавлю еще свежего укропчика. Хотя, посмотрите, наше блюдо, оно не пережарено. Оно словно и не готовилось. Естественные, вкусные оттенки и столько свежести. Я даже не могу удержаться. И прямо сейчас, этот аромат. Я буду кушать вот это блюдо вот с такими хлебными лепешечками. Я их делаю вместо хлеба. Я уже магазинный хлеб просто не могу есть, потому что там столько химии уже кладут, что ж невозможно.
Поэтому вот быстро делаю такие шикарные бородинские и обычные вот такие хлебные лепешки. Хлеб идеальный, без муки, без дрожжей, без заквасок. Тут можно перечислять без. А пользы в нем просто космос. Кому интересно, пишите в комментариях слово «хлеб», и я поделюсь рецептами. Или если напишите «бородинский хлеб», бородинским поделюсь рецептом. Ну, в общем, понятно. И вот такие у меня мега полезные помидорчики и огурчики. Вот с сырыми я как-то не особо их люблю. Особенно огурцы. Вообще я их не ем. Лежат долго в холодильнике. Но вот такие я даже не могу дождаться, пока они будут готовы в течение 3 дней. Я сразу же во второй день их начинаю кушать. И невозможно остановиться. Организм чувствует, где природная свежесть и где очень-очень много пользы. А поскольку у меня есть канал про здоровье, «Художник в деревне исцеления» называется, я делаю их очень-очень полезными для нашей микрофлоры. Поэтому если хотите рецептик этого, пишите ферментированные огурчики или помидорчики ферментированные. Так я пойму в комментариях, что вам интересен этот рецепт, и я вам его поделюсь с вами. Ну а теперь, что тут говорить? Да, надо пробовать. Ой, я такой голодный. И получилось такое мощное блюдо, большое. Посмотрите, сколько сока. Вот просто вот, наверное, видно вам в камеру или не видно. И сейчас я вам покажу, вот как оно выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, сколько капает сока. Это просто что-то с чем-то. Я почему именно с хлебушком таким? Я беру хлеб этот и макаю в этот чудесный раствор, который пропитал в себе и помидорчики, и кабачки, и все это соединил. Но теперь самый волнительный момент, друзья. Но просто, не знаю, вот каждый раз, когда готовлю, глаза сами от удовольствия закрываются. И просто я улетаю от этого вкуса. Этот вкус ни с чем не сравним. Настолько вкусен. Я уверен, что в дорогих ресторанах такое блюдо даже и близко не могут сделать по вкусу. Насколько это вкусно, сочно. И еще вот этот хлебушек бородинский, он пропитался этой вкуснотой. Друзья, крайне рекомендую вам данный рецепт приготовить. Вы сами видели, готовится, все в одной сковороде. Смешал, залил 5 минут, и такая шикарная вкуснота. Посмотрите, сколько влаги. Ее можно просто пить. Она настолько вкусная. Но я люблю макать. А если у вас еще есть сметана, со сметанкой будет, наверное, еще гораздо вкуснее. Я, друзья, не могу остановиться, поэтому извините, что я при вас кушаю. Я рад, что вы посмотрели этот рецепт. Я надеюсь, что он станет также и у вас фаворитом, как и у меня. Сразу любимым стал рецептом из кабачка. Все соседи будут отдавать вам кабачки, как только вы попробуете этот рецепт. Я в этом просто уверен, не знаю почему, но я так точно. Просто фанат этого рецепта. Я не прощаюсь с вами, а приглашаю вас посмотреть вот это видео, которое только что появилось на экране. Там мы с вами увидимся в шикарнейшем рецепте, который тоже мне очень нравится, и я буду рад, если он и вам понравится. Я не прощаюсь, с вами Валера и канал «Художник на кухне». Кушайте вкусно и наслаждайтесь этой прекрасной жизнью.